Добрый день, мои любимые! Зовут меня Луна. Рада вас приветствовать на своем канале Таро и Леди. Сегодня мы сделаем онлайн гадание, расклад карт Таро вот на такую тему. Тайное за вашей спиной. Да, что тайное говорят или делают, или мысли за вашей спиной. Также, кто меня знает, кто подписан, мы попробуем сделать корректировку в конце, если это надо будет. Да? Мы обратимся к высшим силам, к ангелам-хранителям, к силам рода при желании. Итак, Таро прогноз, онлайн гадание, тайны за вашей спиной. Так, смотрим, что там тайно происходит за вашей спиной, о чем вы не догадываетесь, а возможно и догадываетесь. Да? Так, открываем. Угу, очень интересно. Смотрите, что нам карты говорят. Карты говорят о том, что что-то происходит по Луне. По Луне это значит, что вас кто-то обманывает. И это обман, он враждебно настроенный к вам. И даже вы от этого человека, из-за этого обмана чувствуете зависимость. Вот реально вы чувствуете зависимость. То есть, возможно, он что-то делает, да, какие-то его поступки, да, то есть он вам врет сознательно, чтобы как-то изменилась ваша судьба. Возможно, он врет про вас, да, рассказывая какие-то глупости, чего на самом деле нету. То есть, или врет, чтобы вас ввести в зависимость от него, да, или даже, может быть, распускает просто сплетни о том, что у вас есть какая-то алкогольная зависимость или еще какая-то зависимость. Карта может показывать и сексуальную зависимость, зависимость от чего угодно. Да, что вы вот зависимы, что вы не самостоятельны, что вы принимаете решения неосознанно. То есть вот такую дурную славу у вас несет. Или же этот человек настолько вас обманывает и вам угрожает, что вы не можете выйти, вы в него в зависимости. То есть он вас фактически взял в заложники. Да? Это может быть и женщина, и мужчина, то есть это могут быть родственники. Тут не важно, это общий расклад. Вы должны почувствовать сами эту ситуацию. То есть вы находитесь в заложниках ситуации в данном случае. И что нам говорят карты? Тут выпадает карта метлы. О чем она говорит? Она говорит о том, что кроме лжи, да, которая присутствует у вас, да, за спиной, есть что-то, что вы найдете, делая уборку в доме. Да? Ну, может быть, это не буквально уборка в доме, это может быть уборка у вас в голове, да, разложил все по полочкам, вы поймете, где это, да. А может быть и реально какая-то вещь, которая у вас дома, да, то есть, ну, это не уборка так, что вы полы помыли, да, и все. Это не каждодневная уборка, это нужно перебрать все вещи, которые застарелые, которые сломаны, какие-то там, я не знаю, растения, которые засохли или не приносят радость, какие-то подарки, возможно, от кого-то. Вы должны сердцем это почувствовать. Вот когда я говорю, вы должны сразу вспомнить о том, вы должны почувствовать, что это может быть, где это искать. Это искать в голове, это искать дома. Дома это не буквально. Дома это может быть и в рабочем кабинете, да. Это может быть, я не знаю, ну, где угодно, во дворе, да. То есть вы почувствуете это обязательно. То есть карты подсказывают, что есть какой-то предмет, который, возможно, по обману также был в вашем доме занесет, или просто какой-то подарок, который вам совершенно не нужен, или, может быть,
как раз вот ну, прямо карты говорят о том, что может быть это нож какой-то, да, подаренный или появившийся в доме, да, или что-то связанное с ножом, все что угодно, не знаю, разделочная доска там. Вот что-то, то, что вы почувствуете негатив от этого предмета, да, или это действие, да, то есть, или пришли к вам в дом и сказали что-то по обману гадкое, да, там, я не знаю, сказали про вас что-то, или в дом, или у вас в голове это поселилось, да, и эту мысль надо просто выметь. Надо выметать эту мысль, то есть для того, чтобы двигаться дальше. Видите, дорога с тайной, да, то есть дорога, движение, вот свет в конце туннеля, потому что сейчас вы не видите света в конце туннеля, да, то есть вам кажется, что, может быть, это, конечно, у вас не так ярко, да, вы даже не осознаете, потому что у вас есть эта зависимость от этого воздействия, да. И свет, вы даже не думаете, что у вас есть еще более лучшее будущее. Давайте дальше посмотрим, возьмем карты Таро и посмотрим, с чем это связано. Да, давайте разберемся, с чем это может быть связано. Что ж такое происходит у вас за спиной? Сделаем онлайн гадание. Вашей спиной мысли, разговоры, действия, которые вам не во благо. Да, смотрим. Да, смотрим. Так, действие. Это действие. Так, сейчас я... Ого, ого, ого. Так, девочки, смотрите, да, это именно действие в вашу сторону. И после этих действий вы сразу почувствовали апатию, да, полную апатию от жизни, да, то есть вот видите, судьба вам дает шанс, а вы даже на него не смотрите, потому что вы уже 3 испробовали. То есть вот в такое состояние разбитого сердца вас вело это все. Этот обман, да, вот так как была жизнь спокойная, тихая, хорошая, да, и после этого всего так произошло, то есть вот, ну, очень, ну, то есть, видите, зависимость такая, что сердце разбито, да, действие такое, что отказываетесь от всего, не хотите что-то менять в жизни, не хотите двигаться дальше, да, и все по обману. Так, смотрим, что мысли, действия, разговоры за вашей спиной. Так, смотрим. А вот видите, семья у вас была, ну, может, не семья, вы были в обществе, то есть у вас все было прекрасно. Ну вот полная чаша, дети, внуки, не знаю, родители счастливые. Все было хорошо, на работе все было хорошо. Так, смотрим, с чем это еще связано. Покажите мне, с чем это связано. Что? Так, смотрим. Угу, угу. Понятно. Смотрите, карты показывают, что это прям вот вас вихрем закружило. Вот это действие этих сов, да, вот этих людей, и возможно, там не один человек или не одно это воздействие, да. То есть они, вот совы, они не такие, как все птицы, да, они ночью кружат, то есть это необычные люди, карты хотят об этом сказать, это не просто там. И связано это все с тем, что вот было у вас благополучие, да, а вот им по силе захотелось его забрать, да, вот хотелось ваше счастье, рог изобилия, да, вот захотелось им вот так вот прям вмешаться в ваш род, в вашу семью, в это все.
Ну просто вот, ну тут вот видно, как сердце разбито, да, из-за того, что все изменилось, да, вот из-за зависти какой-то, из-за вот их действий. То есть вот вы стоите и вот так вот даже не знаете, что вам вот такие мечи вот вонзают в спину. То есть почему? Что делать с этим? Угу. Смотрите, карты раскрывают вот эту заякорение ваше, да, то есть вас вот как бы привязали к той ситуации, в которой вы находитесь. То есть вот, ну, вы не видите развилки, да, вы не видите, что есть еще другая дорога, да. И это женщина, но это или вы, да, в этой ситуации, вот, или эта женщина сделала она это как-то так стремительно, больно, вы это должны были почувствовать. Я уверена, вы знаете, о каком моменте я говорю, и очень хитро сделано, да. Вот прям вот стрела вонзилась в вашу спину, и вы вот должны просто чувствовать. И также карты говорят о том, что вот это вот надо поискать дома или где я говорила, вот в голове, да, найти эту причину. И нужно делать это быстро. Да, нужно убрать это препятствие из жизни, потому что ну, не будет дороги, вы не выберете ее, вы будете привязаны вот как в водовороте вот этом вот. Что-то вокруг вас будет происходить, с вами происходить, а вы не вырваться оттуда не можете. Только вот как бы там неприятность, только ее закрыли, следующая, там неприятность, следующая, там вроде бы все должно быть хорошо, а вот такие и бытовые мелочи, и на работе, и везде, и вот вы в круговороте, и вот уже не знаете, что делать, что-то уже не можете закрывать, что-то не можете в мыслях своих найти. Естественно, в этих мыслях вы не можете не найти своего будущего мужчину, да, не увидеть, какие проблемы, если у вас есть мужчина. То есть вы вот в такой вот суматохе, все из-за вот этого воздействия. Давайте посмотрим, что карты еще хотят сказать. Видите, они прямо прыгают, хотят сказать. Вот о вашей вот этой вот боли. Да, то, что вы испытываете, эту зависимость. То есть вы полностью застряли в какой-то ситуации. С чем эта ситуация связана? Покажите мне карты. Возможно, с каким-то переездом или вашим каким-то движением куда-то. С мужчиной. С мужчиной. Сейчас я все выложу. Да, видите, с мужчиной это связано. Это связано с мужчиной, то есть какой-то мужчина был у вас или есть сейчас, но уже поменялся, он был и сильный, и видите, у него сколько кубков было. То есть это может быть как ваш любимый мужчина, потому что кубки говорят о любви, да. Вы там, может, планировали к нему переезд, или уже жили вместе, или сейчас, конечно, может, продолжаете жить вместе, но с этой всей ситуацией вы даже не ощущаете, что вы живете, вы в круговороте, вот этот, который сделанный, да, который нужно очистить. Вы вот каждую секунду, вы не сама своя, вы это все чувствуете. И этот мужчина, он был или есть, он сильный, да, и вот из-за всего этого его действия стали слабыми, да. То есть если он был королем жезлов, он стал пажом жезлов после вот этих вот, то ли зависти, да, вы должны чувствовать. То есть вот вы женщина, которой все было в порядке, да, вы были, все знали как, все знали где, все, казалось, построили все планы, все у вас получалось, и достаток какой-то был. И все складывалось, и друзья любили, и мужчина вас ценил, сколько кубков вам давал, да.
если он был, да, и его действия, то есть вы надеялись на что-то, да, или продолжение отношений, или на создание семьи, может даже рождение ребенка, да, а вот после этого действия, да, вот он или совсем бездействует, да, ушел заниматься какими делами, какими-то своими делами, или действует, ну, вот так вот, ну, совсем чуть-чуть, очень медленно. То есть вы не ощущаете той силы, которая была ранее. Тяжело, девочки, тяжело. И надо искать. Надо искать вот этот вот заклад, или что там сделано, это или в голове какую-то вам такой якорь поставили, или в квартире что-то, или вспоминайте, может даже этот мужчина вам от кого-то передал какой-то подарок, который вам не нужный. Избавьтесь от него, перетрусите шкафы, вспомните, вы найдете эту вещь или эту мысль, вы поймете, что это она. Ну, давайте поможем, попросим помощи у силы рода, да, чтобы найти эту вещь, убрать эту зависимость, убрать разбитое сердце. Остальное все, тут просто практически все нужно убирать. Да, чтобы вы видели вот эту развилку, чтобы было благополучие. Берем обман, круговорот уберем, еще обман, уберем его медленные действия. Тут и мужчина вам падает, да, то есть и мужчина, может быть, появится, а к нему дорога закрыта. Этих людей уберем. Так, хорошо. Девочки, кто посмотрел расклад, не хочет делать корректировку, лайкаем, если интересно, если подписываемся. А с теми, кто попробуем откорректировать эту ситуацию, сейчас обратимся к высшим силам, к силам рода. Сейчас я найду аркан высшего суда и аркан мир, карту мир. Мы обратимся к высшим силам, к силам рода, к ангелам-хранителям. Да, тяжело в этой ситуации, потому что, смотрите, сколько я уже карт перебрала, еще не нашла. Вот видите, сколько нужно пройти всего, чтобы очистилось само. Да? Давайте поможем, чтобы у вас вот эти все препятствия отошли, во-первых. Во-вторых, вы могли найти ту вещь или ту мысль, которая вас так якорит и такая отрицательная. Так, девочки, сосредоточились. Обращаемся к высшим силам, к силам рода, к ангелам-хранителям. Пусть все хорошее беспрепятственно проявится в жизни у всех, кто это смотрит. Просим убрать все препятствия, все негативные воздействия, которые показал этот расклад. Просим, чтобы все мечты сбывались, чтобы жизнь стала счастливой, чтобы вы любили и были любимыми, чтобы всегда были деньги и чтобы их всегда хватало. Убираем препятствия по Верховному суду. Да будет так. Давайте сейчас проверим. Для закрепления, кстати, нужно написать в комментариях «Спасибо, да будет так». Но вначале проверим, может, нужно будет повторить, потому что столько там всего накопилось, столько расклад показал, насколько люди бывают. Вот просто зависть, да, просто зависть из-за того, что все хорошо у человека. Ой, Господи, помоги.
Так, получилось ли у нас убрать препятствия, которые показал данный расклад? Смотрим. Да, смотрите, о чем карты говорят. А карты говорят о том, что медленно, но высший суд подействует. Мы как раз к нему и возвращались, то, что к нему и обращались. То, что он выпал, это очень хорошо. То есть не только вы найдете, пусть медленно, но найдете, где тут якорь, но также это все по высшему суду вернется тому, кто это сделал. Да. Это очень хороший результат. Так, девочки, мурашки по коже. Не забываем писать в комментариях «Спасибо, да будет так». Ваша Луна. Если вам нравится, не забываем, лайкаем и подписываемся. Может, кому-то нужно направить такое же это видео, кто находится в похожей ситуации, кому это поможет, вы считаете нужным. Спасибо за внимание. Рада, что была вам полезна. Хорошего дня. Самой лучшей ночи. Ваша Луна.